Привет, друзья! Сегодня хочу вам показать рецепт ассорти шашлыка из баранины. На мой взгляд, это достаточно интересное видео, потому что оно отобразит одни из самых популярных, самых вкусных частей баранины, которые можно приготовить на мангале на углях. Многие, конечно, знают базовый шашлык, который готовят из мякоти или из окорока, но тем не менее еще достаточно большое количество вкусных частей у баранины также имеется. Один из них премиальный. Это баранья корейка. Здесь практически никакого маринада не нужно. Многие солят непосредственно уже на мангале, соль и перец, и готовят. Поэтому покажу просто некоторые нюансы разделки, которые я за последнее время для себя открыл. Баранья корейка – это одно из самых нежных частей баранины. Эта часть у нас идет по спине, то есть здесь у нас идет позвоночник, который был разрублен на две части, и от него начинаются ребра. Ближняя часть у нас подходит к лопатке. Здесь даже у меня остался небольшой кусочек хрящевой пластины, которую я обязательно уберу. И дальше это начинает двигаться к спине. Вот эта часть самая нежная. Здесь у нас идет вырезка, которая прикрыта с одной стороны ребрышками, с другой стороны небольшим количеством жира. Верхнюю пленочку нужно обязательно убрать. То есть мы с вами убираем именно верхнюю пленку с твердой частью, которая остается при разделке. И также она в себя впитывает все неприятные внешние запахи, поэтому от нее мы стараемся избавиться. И аккуратненько вырежу вот эту вот хрящевую пластинку. Дальше. Как многие поступают при разделке корейки? Они берут острый нож и начинают двигаться вдоль ребрышек, подходя к позвоночнику. И потом эту часть нужно перерубить. Но у вас, получается, верхняя часть разрезана, все как гармошка болтается, сделать это не очень удобно. Поэтому дядя Карен меня научил работать вначале с обратной стороны. При неразделанной корейке мы с вами ставим нож между ребрышками и аккуратным движением его прорубаем. Здесь у меня не разделанная часть, то есть мы находим стык между двумя костями, ставим туда нож, ударяем по нему, и видите, он аккуратно идет, разрубает толстое основание кости. То есть у нас как раз вот отделяется одно ребрышко от другого. И таким образом у нас с вами получается аккуратно разделенная от ребер корейка, которую теперь мы уже можем разделать. Двигаемся вдоль ребрышка. Легко подходим к нашему разрезу. Получаем вот такие вот аккуратные кусочки. Поэтому это по праву самый премиальный, самый нежный, самый вкусный шашлык из баранины, на мой взгляд. Такой части в баранине немало, поэтому корейка всегда стоит дорого. Как я и говорил, никакой предварительной мариновки корейки не требуется, поэтому пока ее просто откладываю в сторону. А мы переходим к седлу. Седло барашка – это спинная часть, которая как раз начинается после того, как заканчивается корейка. Здесь у нас продолжает идти позвоночник, плюс мне оставили небольшое количество подчревка, потому что здесь продолжает идти нежная вырезка, и если мы будем жарить вот так в раскрытом состоянии, то вырезка достаточно быстро пересохнет, потому что она нежная, а вот это вот верхнее мясо, которое поплотнее, еще останется не готовым. Поэтому, когда жарим, закрываем вот так, и все равномерно хорошо прожаривается. Со всех сторон у нас есть небольшая прослойка из жира, которая поможет сохранить мясу сочность. Такое мясо можно жарить одним большим куском, надев на 2 шампура и просто постоянно переворачивая. Но мне также нравится разделать на небольшое количество стейков по позвоночнику. Первым делом, конечно же, тоже убираем пленку, которая находится сверху мяса. Стараемся ее аккуратно подцепить. Верхнюю пленку убрали, теперь начинаем снимать мясо с костей. Переворачиваем кусок на внутреннюю сторону, делаем надрез по центру и аккуратно вдоль кости начинаем спускаться вниз. От них идем в бок, также по кости.
аккуратно снимаем мясо. И с противоположной стороны то же самое. Таким образом у нас открылись вот эти вот боковые внутренние кости. Теперь заводим нож под них и точно так же вдоль них продолжаем двигаться ножом. И получаем с вами вот такой кусок. Его можно как разделить на две половины и резать по отдельности, либо, свернув в изначальную форму, насаживать на шампура. По моему мнению, из этой части получается один из самых вкусных шашлыков из баранины. Так же, как и корейки, предварительный сильный маринад им не нужен. Соль, перец перед самым приготовлением. Если кому-то хочется, можно немножко смазать растительным маслом или прям буквально кисточкой смазать небольшим количеством вкусного уксуса, просто для придания небольшого аромата. Следующая часть для шашлыка – это окорок. Как я и говорил, одна из самых известных частей. И здесь мне все-таки нравится замариновать мясо заранее, то есть добавить соль, перец, лук и оставить это помариноваться хотя бы на 1 час. На мой взгляд, так мясо получается вкуснее, нежнее и сочнее. Тратить ваше время на разделку бараньей ноги я не буду, я это показывал уже не 1 раз, разве что вставлю небольшое количество кадров для тех, кому особенно интересно. Ну, таким образом мы получаем с вами хорошие куски мякоти, которые отлично подойдут для шашлыка. Осталось их только нарезать на удобные кусочки для шампура. Я оставляю небольшое количество жира сверху и нарезаю вот такими небольшими кусочками. Излишки жира можно убрать. Если хотите получить шашлык еще сочнее, можете проложить кусочки мяса небольшими слайсами курдюка. Чуть-чуть его зачищу. И последняя часть шашлыка, которая, на мой взгляд, отлично подойдет под название закусочный шашлык, это бараньи семечки. Это тонко напиленные бараньи ребрышки, которые как раз идут в продолжение корейки. Здесь мясо достаточно плотное, и замариновать его можно вместе с окороком. Оно хорошо промаринуется, получаются маленькие такие кусочки мяса на небольшой косточке, сочно, вкусно, хрустяще, отлично подойдет как аперитив или закуска. Я их нарезаю небольшими кусочками, там по 2, по 3 косточки. Порежем лук и добавим специи. И сразу хорошо посолим лук, чтобы он начал выделять соки. По специям здесь все может быть на ваш вкус. Я добавлю небольшое количество сушеного базилика, черный молотый перец, кориандр и зиру. Кориандр. Черный молотый перец, сушеный базилик и немного зиры. Все специи и соль хорошенько размять с луком и перемешать с мясом. Мясо обалденное, запах обалденный. Оставляем его помариноваться на 1 час. Корейку закрываем пленкой, чтобы не сохло. И встретимся у мангала.
Ну что, костер горит, а это значит, что скоро можно жарить шашлык. Займемся его подготовкой. Нанизываем на шампура, раскладываем по решеткам и ждем. Начну с бараньей корейки. Ее буду жарить на решетке. И, как я и говорил, ее достаточно посолить и поперчить. И буквально чуть-чуть смазываю ее растительным маслом. То же самое проделаем с бараньим седлом, за одним исключением, что жарить его мы будем на шампурах. Немного посолить. Этот шампур я точно оставлю себе. Откладываем его в сторону и переходим к окороку. Освобождаем мясо от лука, чередуем с курдюком, нанизываем на шампуры на небольшом расстоянии друг от друга. Параллельно можем откладывать в сторону семечки. Ну и теперь самые маленькие семечки нанизываем на шампур через еду и через ребрышко. Осталось смазать шашлык маслом и отправляемся жарить. Маслом всегда чуть-чуть смазываю, чтобы корочка была аппетитней. Пока жар максимально большой, начинаю жарить большие куски, такие как с задней ноги и седло, потому что им прожариваться дольше. А потом уже принесу кореечку и семечки. Шашлык красивый, жарился примерно минут 10, наверное. Больше пересушивать не будем, пускай отдыхает, а мы жарим корейку и семечки. Корейка очень нежная, очень тонкие кусочки у нас от молодого барашка, поэтому они приготовятся буквально за 3-4 минуты. Корейку тоже уже можно снимать. А семечки пускай еще постоят на огне. Им еще минут 7-10 будет вполне хорошо, чтобы они слезли с косточки.
Ну, просто красота, друзья. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что поддерживаете наш канал и отправляете наши рецепты своим друзьям. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы всегда оставаться с нами на связи, следить за нашими путешествиями, жизнью и узнавать про съемки самыми первыми. Давайте все попробуем. Начнем, наверное, с самой нежной части, с кореечки. Здесь такой кусочек, что он не может не приготовиться. Он не то что тает во рту, он просто исчезает во рту. Стоит дорого, очень вкусно. Стопроцентное попадание для тех, кто хочет вкусный шашлык из баранины, но при этом не хочет резкого запаха баранины, потому что в Корейке его достаточно мало. Я бы сказал, его практически нет. Очень вкусно. Давайте теперь более популярный вид из окорок. У нас хорошо поджарился курдюк, вытопился, всю свою работу сделал. И само мясо. Этот шашлык более плотный по своей структуре, но в то же время, если хорошенько зачистить его от жил, то не менее вкусный. Вот есть люди, которые любят пожевать. Вот этот шашлык про то, чтобы пожевать. Чуть-чуть пожевать, в принципе, мягко. Отличный вариант. Семечки. Видите, это совсем маленькие ребрышки. Буквально на один укус. Такая закуска с репчатым луком на свежей лепешке отлично подойдет к столу. За счет своего маленького размера, небольших напилов, легко слетает с косточки, быстро оказывается у вас во рту, давай максимум своего вкуса. Ну и мой фаворит. Седло барашка. Посмотрите, какие шикарные красивые куски. Фактически стейк. Самое главное такое мясо не пересушить. Держите его до состояния medium, medium well, но не делайте полной прям прожарки, чтобы серое было, иначе получится сухо. Очень вкусно.